И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 17 марта и последний итоговый на сегодня выпуск «Что сводки на фронтах украинской войны» сегодня в коротеньком таком обзорчике. Итак, традиционно начинаем с южного направления, где, судя по, кстати, сводке ВСУ, произошли очень интересные изменения. Дело в том, что я говорил уже раньше, что иногда интересно читать сводку ВСУ. Так вот, по последней сводке ВСУ значится, что некоторые населенные пункты Днепропетровской области перешли, понятно, потом были отбиты под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Причем самое примечательное в этих населенных пунктах состоит в том, что они расположены на левом берегу реки Ингулец. Почему это так важно? Дело в том, что последней серьезной водной преградой, на которой по сути и выстроена сегодня оборона дальних подступов к Кривому Рогу, это река Ингулец, которая в этом месте имеет ширину примерно 50, 60, где 70 метров. То есть эта водная преграда примерно по размерам равна Северскому Донцу. И понятно, что укрепиться на ее левом берегу, то есть ближнем к Кривому Рогу, для российских войск, если они хотят дальше наступать в этом направлении, крайне важно. И вот сегодня пришли сообщения о том, что российские войска на этом берегу таки закрепились и пытаются расширить плацдарм в направлении Широкого, Апостолова, Зеленодольска. Если они действительно смогли прорвать эту линию обороны ВСУ, то это очень серьезный успех, который непосредственно уже угрожает и Кривому Рогу, и Никополю. То есть вот такие вот интересные события сейчас происходят в Николаевской, вернее уже не в Николаевской, а в Днепропетровской области. Теперь переходим к Мариуполю. Вы знаете, сегодня уже утром я обратил внимание на то, что, как говорят, украинский гарнизон Мариуполя поплыл. То есть, знаете, какое-то время можно оказывать очень длительное, мощное сопротивление противнику. То есть у тебя есть серьезные подготовленные рубежи, то есть запас боеприпасов, ты полон сил. Но уже к началу третьей недели боев силы у тебя на исходе, боеприпасы на исходе. Ты понес огромные потери, а противник наступает. И очень похоже, что вот сегодня назрел тот момент, когда силы гарнизона ВСУ в Мариуполе подломились. То есть у них произошел внутренний надлом. И именно по этой причине сегодня продвижение и российских войск, и войск ДНР особенно заметно. Причем заметно по одному простому признаку. Пошел огромный поток беженцев, которых освобождают из их домов. А это случается только тогда, когда в эти районы приходят либо российские войска, либо войска ДНР. Они сразу же приступают к массовой эвакуации мирного населения, и сегодня мирное население потекло широким потоком. Десятки тысяч людей уже эвакуированы и находятся в безопасности. А это как раз и говорит о том, что, скорее всего, уже в ближайшие дни с Мариуполем в целом будет покончено. Да, возможно, какие-то очаги сопротивления еще могут сопротивляться какое-то время, но в целом город будет взят в ближайшие дни. И это будет мощнейшей потерей для ВСУ, потому что не только потеряется группировка численностью в 15 тысяч человек, причем самых боеспособных, то есть это отборные части, которые сопротивлялись очень и очень упорно, но еще и самое главное, освободится большая группировка войск Российской Федерации и народной милиции ДНР, которые, естественно, сразу же будут использованы на других направлениях. И эти другие направления также быстро могут посыпаться. Тем более, что на этих самых направлениях и так ситуация, не, как говорят, аховая. И очень хорошо это видно на Кураховском направлении. Тоже, читая последнюю сводку ВСУ, можно прочесть, что украинские вооруженные силы были выбиты из Марьинки, но, естественно, обратно ее захватили. Ну, чтобы вы понимали, что это значит. Например, Волноваху украинские вооруженные силы до сих пор держат. Причем, что фронт от Волновахи уже ушел на десятки километров. И украинских вооруженных сил там уже давным-давно нет. А значит, признание, что Марьинка была сдана, а потом вернулась под контроль ВСУ, это говорит о том, что, скорее всего, Марьинка либо уже полностью зачищена от ВСУ, либо вот-вот будет зачищена. А это серьезная непосредственно угроза той группировки, которая сражается на южных подступах Курахова. И не случайно сегодня же вечером пошли сообщения о том, что российские войска заняли села вокруг Угледара. А это говорит о том, что из Угледара все-таки ушли украинские войска, как мне об этом сообщили местные еще вчера ночью. То есть похоже, что Угледар уже все, хотя в официальных сводках он еще значится как территория, не занята российскими войсками. Ну и следующая серьезная линия обороны, где украинские войска могут зацепиться, это линия Курахова по реке Волчья. И я думаю, что именно здесь украинские войска будут выстраивать следующую линию обороны. Ну а там, как говорится, и до Покровска уже рукой подать, примерно километров 30. Со стороны Горловки наступление идет не так быстро, как многим бы хотелось, тем не менее постепенно оборона и здесь прогрызается. Ну и также сегодня вечером пришло сообщение от местных жителей, что город Рубежное украинские войска покинули. Они отступили в Северодонецк, но и там, скорее всего, они долго не удержатся, потому что в Северодонецке, с учетом того, что основная часть их артиллерии
артиллерии и тяжелой техники уже выбито, удерживать долго свои позиции они не смогут. И скорее всего, либо завтра, либо максимум послезавтра они переправятся на правый берег Северского Донца и будут пытаться удерживать Лисичанск. Также, пользуясь случаем, хочу сказать, что Чугуев полностью находится под контролем ВСУ. То есть все то, что было утром, это все глупости. Ну и также уже во второй половине дня приходит все больше и больше сообщений о том, что на правом берегу Днепра в районе Киева разгорается новое серьезное сражение. Российские войска перешли вновь в наступление и продолжают прижимать гарнизон Киева непосредственно к кварталам столицы. Вот примерно то, что могу сказать по итогу дня 17 марта, примерно на 20:00 по московскому времени. Следующий материал ожидайте завтра утром, а сводка выйдет примерно в 11-13 часов по московскому времени. Все, теперь точно все. До свидания и до завтра.